Старость не приходит сразу. Сначала она касается взгляда, потом рук, потом сердца. И однажды человек замечает, что внутри него что-то умерло, но тело продолжает жить. Больше всего мы боимся не морщин. Мы боимся того момента, когда жизнь перестает быть нашей, когда дни становятся одинаковыми, когда прошлое кажется ярче, чем настоящее. Некоторые готовы на все, чтобы вернуть время, чтобы снова почувствовать себя живым. Но есть вещи, которым нельзя возвращать силу. Есть желания, которые лучше задушить в темноте, пока они не проснулись. Потому что если они проснутся, они начнут есть. Тихо, медленно, незаметно. Это история о том, что случается, когда человек забывает ценить то, что имеет, и открывает дверь тем, кто приходит из темноты. Тем, кто питаются жизнью через объектив. Тем, кто ждет, когда ты нажмешь на кнопку. Приготовьтесь. Начинаем. И помните, некоторые проклятия дышат даже сквозь звук. Артур был зол. На всякий случай на весь мир. Чтобы никто не ускользнул от его праведной злости. Почему праведная, он еще не разобрался, но был в этом уверен. Злоба эта давила на него и пригибала к земле. Он шел, уперев глаза в землю перед собой. На громкие возмущения случайных прохожих, в которых он врезался всей массой, Артур не реагировал. Тяжелыми равнодушными шагами он брел по парку. Он не знал, куда идет, зачем он идет. Он знал, что ему надо двигаться, чтобы переварить в себе эту злобу, подавить ее и взять под контроль. Озвучено Garrett Stories. Это единственный способ, который помогал ему всегда. Поругается с матерью, бежит в парк на пробежку. Обиду, нанесенную друзьями, тоже переживал на бегу. Поссориться с женой и снова кроссовки на ноги и в парк. Но в последние 10 лет было много работы, да и лень было убегать. Артур стал меньше двигаться, а злоба внутри продолжала расти. И вот ему 50 лет. И он идет по парку, злой на весь мир. Смеркалось. Артур грузно шел, а немногочисленные прохожие сторонились его, словно чумного. Боялись подхватить темный шлейф злобы и внести эту отраву в свою жизнь. И первый встречный подумал бы, что жизнь у этого мужчины не удалась, и очень сильно бы ошибся. Абсолютно по всем направлениям жизнь у Артура сложилась идеально. Идеально для большинства, но, видимо, не для него. С женой Артур познакомился в университете, и она была не просто женой, а лучшим другом. Марина, можно сказать, потакала всем его желаниям. Они вместе создали и развили компанию по продаже мотоциклов. Оба любили байки. Исколесили всю страну и часто ездили за границу. Сегодня они с женой уже владельцы целой сети. Ребенок, дочь, абсолютно беспроблемная. Поступила на бюджет в вуз, учится хорошо и с амбициями. Сама зарабатывает. Парень у нее достойный, свадьба скоро. Может быть, они надоели друг другу? Так нет. Они с Мариной договорились, что каждому иногда нужен отдых от семьи. Так сказать, почувствовать себя снова молодым и беззаботным. И они этому правилу следуют до сих пор. Отдыхают от семьи. Вот и сегодня он шел по парку в чужом городе. Уехал сюда на 2 недели, а завтра уже пора возвращаться домой. Но Артуру стало только хуже. Жизнь тяготила его. В прошлом было легче. Вот почему так? Когда мы молодые, мы не ценим эти годы. А когда начинаем ценить, то уже молодость не вернуть. Поэтому Артур и злился. Артур рухнул на ближайшую скамейку. Рядом сидел какой-то сгорбившийся старик в странной шляпе. Шляпа была старая, поля ее обвисли, закрывая лицо.
Да Артур и не особо всматривался. Ему было наплевать. Он закрыл глаза и стал слушать ветер, как советовала ему его психолог. «Ветер говорит разными голосами, надо их услышать», — говорила она. Иногда у него даже получалось услышать разные оттенки ветра. И Артур переключался на эти ощущения, а злость действительно проходила. Сегодня он ничего не слышал. Ничего. 0. Артур ощутил, что внутри стала разворачиваться черная пружина, готовая разрушить не только его, но и всех вокруг. Например, старика, который сидит с ним рядом. Артур открыл глаза и покосился на старика. Его не было. Вместо него рядом с Артуром на скамейке лежал фотоаппарат. Он взял его в руки. Современный и дорогой. Зеркалка промелькнула в голове у Артура. Потом он опомнился. Понял, что это дед его забыл. Встал, огляделся. Уже совсем стемнело. Старика нигде не было. Бегать и искать его он не собирался. Артур сел обратно, стал вертеть свою находку. И странное дело, чем дольше фотоаппарат находился у него в руках, тем легче ему становилось. Артур включил его и поразился своим уверенным движением. Он никогда не увлекался фотографией и ничего не знал ни об оборудовании, ни о технике фотографирования. Артур был человек серьезный и занимал статусное место в экономическом сообществе их городка. Он считал, что фотограф – недостойная профессия для мужчины, и презирал всю эту братью. Но, держа в руках этот фотоаппарат, Артур чувствовал необычайное волнение. Волны жара ходили от мозга до пяток и обратно, напитывая его радостным волнением. Эти волны тащили за собой воспоминания. Вот он готовит Маринке сюрприз на день рождения и ужасно волнуется, и одновременно радость распирает его внутри. А когда держал дочь в роддоме, она спала, такая маленькая, а он смотрел на нее, и ему хотелось орать, а нельзя. И этот радостный крик надувал его внутри, словно пузырь, и делал летучим. Воспоминания о радостных моментах его жизни быстро прокручивались, как кинопленка, но в обратном порядке, пока он не вспомнил баюкающую его руки матери. Артур выдохнул. Дрожащими руками он открыл последние снимки, сделанные стариком. Чернота. Он перелистнул. Снова черный дисплей. Перелистнул еще раз. И опять кусок черной тьмы на дисплее фотоаппарата. Не имея никакого опыта общения с подобной техникой, Артур решил, что фотоаппарат сломан, и его просто выкинули. Поэтому и оставили на скамейке. Но все же. Пальцы сами уже крутили объектив, настраивая его, а глаза, помимо воли, уже искали объект. Артур встал, огляделся. Людей вокруг не было. Краем глаза Артур заметил шевеление на стволе дерева. Белка. Он затаил дыхание, навел объектив, и палец привычно щелкнул. Белка испугалась и от неожиданности упала с дерева в густую траву. Артур уставился на дисплей фотоаппарата. На нем испуганными глазами на Артура смотрела белка. Артур возликовал. Аппарат был исправен. Артур больше не хотел прятаться от людей. Он решительно пошагал в сторону центра города. В густой траве осталась лежать белка. Высохшая, с торчащими зубами, мертвая. Центр города встретил Артура огнями. Но он откуда-то знал, как перенастроить фотоаппарат на ночной режим. Он щелкал направо, налево, легко вступал в контакт с людьми. Они улыбались ему в ответ и охотно соглашались попозировать для начинающего фотографа. Артур был счастлив. Ему было легко, он смеялся, шутил. Он и физически чувствовал себя намного сильнее. Он будто стал лучше видеть в темноте.
острее ощущать запахи, слышать новые звуки. Внутри рушились запреты, снимались ограничения. Артур выпил пиво с какой-то компанией молодых людей, возрастом, как его дочь. Те предложили ему покурить. Где-то отдаленным участком мозга Артур понимал, что завтра он просто не сможет восстановиться и поехать домой. Но эйфория от этой прорвавшейся внутренней свободы смыла последние голоса разума, и Артур затянулся знакомым вкусом. Впервые в жизни ему ничего не снилось. Пустота будто поглотила его и выплюнула на свет со звоном будильника. Артур осторожно открыл глаза, подгоняя воспоминания о вчерашней ночи и одновременно страшась, что все это ему просто приснилось. Потом он вспомнил про фотоаппарат и резко сел в кровати. Фотоаппарат лежал на столе в номере гостиницы. Рядом кто-то недовольно промычал. Он быстро повернулся. Рядом с ним в кровати лежала девушка из компании, с которой он вчера пил и творил все тяжкие на центральной площади города. Сначала Артур похолодел внутри, а потом он присмотрелся к ней, и рука сама потянулась к фотоаппарату. Девушка спала. Лицо было расслабленным, нежным, беззаботным и очень юным. Он навел на нее объектив фотоаппарата. Посмотрел на дисплей. Странно. Над девушкой зависла какая-то тень. Он поднял глаза. Нет, никакой тени не было. Артур снова уставился на дисплей. Тень, зависшая над девушкой, стала отчетливее. Сначала она выглядела как бесформенное серое полотно. Затем это полотно стало формироваться в сущность. Сущность будто парила рядом, а голова медленно вытягивалась, тянулась к лицу девушки. Артур снова поднял глаза и внимательно посмотрел на девушку. Девушка спала, но безмятежностью уже и не пахло. Брови сдвинулись к переносице. Лицо напряглось, будто ей снился страшный сон. Артур нажал пальцем на кнопку фотоаппарата, посмотрел на дисплей и чуть не заорал. Эта особь буквально пила девушку. На голове этого существа открылась дыра диаметром с объектив его фотоаппарата, и туда потоком тянулось из девушки что-то искрящееся. Артур защелкал фотоаппаратом, неотрывно глядя в дисплей. Наконец, палец замер на кнопке. Одновременно с этим рот этого мерзкого существа закрылся, и сущность взмыла к потолку. Артур заорал, бросил фотоаппарат на кровать и начал расталкивать девушку. Она что, ведьма? Что здесь происходит вообще? Проснувшись, девушка уже не выглядела такой молодой и нежной. Лицо ее исказилось от гнева, когда он стал всовывать ей в карманы наличные. Высказав Артуру, что она не проститутка и между ними ничего не было, а она только поспать попросилась, девушка влепила ему пощечину и гордо вышла из номера. Артур схватил фотоаппарат и стал водить им по всему номеру, глядя в дисплей. Сущности нигде не было. Он облегченно выдохнул. Пора было собирать вещи. Поезд отходил через 3 часа. Жил он недалеко от вокзала, так что успеет еще и поесть. Ему вдруг пришла мысль, что этим утром он совсем не страдал от похмелья. Он плохо переносил спиртное и, как правило, выпив с друзьями, потом валялся еще 2-3 дня, восстанавливался. Но сегодня все было иначе. Никакой тошноты и головной боли не было. А выпил он вчера немало. Да еще и покурил. Удивительный какой-то город. Надо сюда с Маринкой приехать. С этими мыслями Артур пошел умываться. Набрав в ладони воды, бросив взгляд в зеркало, он замер. Что-то зацепило его в собственном отражении. Вылив воду, Артур вглядывался в зеркало, пытаясь понять, что не так. И он увидел. Пропали залысины, и стало гораздо меньше седых волос.
Артур сел на край ванны. Так ведь не бывает. Посидеть в одночасье можно. Потерять волосы — такое тоже бывает. Но чтобы наоборот, такого не может быть. Но было. Он снова встал, посмотрел на себя. Все так же. Залысин нет, седины практически тоже. Да и сам он выглядит посвежевшим, будто полгода отдыхал. Так он выглядел, когда их дочка школу заканчивала. Будильник сообщил, что пора выходить и сдавать номер. Артур быстро умылся, собрался, повесил фотоаппарат на шею и вышел из номера. Марина, увидев Артура, оторопела от его внешнего вида. Ходила вокруг него притихшая, рассматривала, трогала волосы. Не могла поверить в такое чудо. Только потом она заметила, что у мужа на шее висит самый настоящий фотоаппарат. Казалось, он удивил ее еще больше, чем изменения во внешности мужа. «Милый, это чье?» — спросила Марина, указывая на фотоаппарат. «Теперь мое. Я буду заниматься фотографией». Открыл в себе неожиданное увлечение. «Ты опять меня удивил». Марина прижалась к мужу. Артур почувствовал влечение и сильнее обнял ее. «Иришка где?» Глядя Марине в глаза, спросил он. «У Димы до вечера». Перенимая тон мужа, ответила Марина. Ни слова не говоря, Артур с неожиданной для себя легкостью поднял Марину на руки и унес в их комнату. С того дня жизнь Артура резко изменилась. Внутри него будто появился новый, более мощный источник энергии. Этот драйв, исходящий от него, передавался всем вокруг. Казалось, семья начала молодеть вместе с ним. У Марины сверкали глаза, горел румянец. Еще бы, они снова переживали с мужем второй медовый месяц. Артур фонтанировал идеями. Он создавал, изобретал, планировал. Дочь смеялась и говорила, что раньше не верила во второе дыхание молодости, а теперь видит своими глазами. Артур взял дополнительную неделю отпуска и провел ее с женой в очень активном режиме. Они заново изучали свой город, ездили на байках, как в молодости, гуляли по ночному городу. К концу недели Марина сдалась и запросила снизить темп. Всю эту неделю Артур не брал в руки фотоаппарат. Он стоял на столике и ждал своего часа. Однажды вечером, когда Артур принимал душ, а Марина работала, дисплей фотоаппарата включился. На нем в гостиничном номере, в кровати, спала совсем юная девушка. Марина дрожащими руками взяла фотоаппарат и стала листать снимки. Их было много. Почти на всех в кровати гостиничного номера спала одна и та же девушка. Марина шумно выдохнула и будто сдулась, потускнела. Черты лица обострились. Вся она как-то разом состарилась. Когда-то давно они договорились с Артуром об отдыхе от семьи, чтобы снова обрести ощущение молодости. Но было одно условие — не изменять. Почувствовать себя молодым — это не про измену. Это про то, чтобы вспомнить свои мечты и идти к ним. Или найти новое. Когда Артур вышел из ванной, Марина собирала его вещи. На непонимающий взгляд мужа она молча кивнула на фотоаппарат. В его дисплее безмятежно спала девушка. Артур начал объяснять, что произошло. Даже рассказал про сущность, которую он на самом деле пытался сфотографировать, поэтому так много фотографий. Но Марина уже замкнулась и не стала слушать. Сказала только, что дочери врать не будет, а дальше от него зависит, будет ли дочь общаться с ним или нет. Артуру ничего не оставалось делать, как взять фотоаппарат, чемодан и выйти из дома. Было обидно, что Марина проверила снимки. Они доверяли друг другу. Никакому «сам включился» он, естественно, не поверил. Возле дома он посмотрел на фотоаппарат.
Тот был выключен. Внутри Артура зашевелилась злость. Из-за него все. Выкину и начну все сначала. Верну Маринку. Резким движением Артур швырнул фотоаппарат в дерево. Ветки дерева чуть изменили траекторию полета фотоаппарата, и тот упал в клумбу, недавно перекопанную соседкой, и уставился объективом прямо на Артура. С минуту они смотрели друг на друга, а затем Артур со вздохом поднял фотоаппарат, осмотрел его. Повреждений не было. Артур повесил фотоаппарат на шею и пошел к машине. Следующий день заставил Артура забыть о личной трагедии. Он вышел утром из гостиницы с намерением снова поговорить с женой. Дочь не звонила, наверное, еще не знала об их размолвке. Чувствовать себя козлом Артуру не нравилось. Он начинал раздражаться и злиться, и руки сами потянулись к фотоаппарату, как любой курящий при малейшем волнении тянется за сигаретой. Артур сел на скамейку на набережной и навел объектив на первого попавшегося человека. Через дорогу шла молодая беременная женщина в ярком красном пальто нараспашку. Артура взбесила ее уверенная и спокойная походка. Вот откуда у этих молодых такая наивность в наши дни? В чем вообще они могут быть уверены? Разве что в своей молодости. Артур размышлял, а руки механически выверенными движениями настраивали объектив. Артур посмотрел в дисплей и замер. Над девушкой повисло серое облако. Оно дрожало и менялось, перерастая в сущность. Опять она. Артур смотрел, не отрываясь. Вот от сгустка стала отделяться серая голова. В этот раз она тянулась в сторону живота девушки. Одновременно с этим существо будто набирало плоть. Оно покрылось кожей серого цвета, с ранами и язвами. Струпья с гноем отрывались от ран и падали прямо на красное пальто и платье девушки. Как она не замечает? Артур осторожно отвел глаза от дисплея и посмотрел на девушку. Рядом с ней никого не было. Артур снова посмотрел в дисплей. Это мерзкое существо с длинной головой зависло прямо над животом девушки и замерло, словно ждало чего-то. Замер и Артур. И тут его палец нажал на кнопку фотоаппарата. Раздался щелчок. И одновременно с ним на гноящейся голове мерзкой сущности появилось черное отверстие. И оно, как в воронку, стало тянуть из живота беременной женщины искрящиеся светлые нити. Артур с ужасом смотрел в дисплей. Палец, не переставая, нажимал на кнопку. И вдруг он остановился. Мгновенно отверстие на голове сущности закрылось, и она взмыла вверх. Артур дышал, словно после пробежки. Сердце колотилось, как бешеное. Он и не знал, что думать. Значит, это мерзкое, гнойное существо связано с ним, а не с той девушкой в гостинице. И уж точно не с этой беременной. Но видит он его только через объектив. Значит, дело в этом фотоаппарате. Артур вспомнил гнойные струпья, падающие на девушку, и его чуть не стошнило. Он снял фотоаппарат и выкинул в урну, стоящую рядом со скамьей. И, не давая себе изменить решение, зашагал к машине. А по набережной, кричащей и схватившейся за живот женщине, уже бежали на помощь люди. Артур не видел и не слышал ничего. Он был словно контуженный. Он сел в машину, по привычке бросил взгляд в зеркало заднего вида и обмер. Он выглядел гораздо моложе. Густые волосы без малейшего признака седины, лицо без морщин. На вид ему не было и 30 лет. Он почувствовал, что джинсы ему стали свободнее. Исчезло брюшко. Артур осматривал себя и выделял каждую мелочь. Изменилась кожа на руках,
ногти стали другими. И тут его осенило. Этот фотоаппарат волшебный. Да, он пугает его, но он и платит ему. Он возвращает ему года, забирает молодость у людей и отдает ему, Артуру. И если брать по чуть-чуть, незаметно, можно жить вечно. Артур аж вспотел от своей догадки. А потом он выскочил из машины и, как ошпаренный, побежал к скамейке. Только бы его никто не взял. Фотоаппарат лежал в урне среди окурков. Артур бережно достал его, отряхнул, сунул во внутренний карман куртки. В тот день Артур не поехал к Марине. Он нашел объявление об аренде студии и направился туда. Студия ему подошла. Артур дал рекламу на услуги фотографа и установил низкие цены. Деньги его не интересовали. Прошел месяц. Артур пропал для всех коллег, друзей и семьи. Сначала дочь пыталась найти его, даже приходила в фотостудию. Но там работал какой-то парень. Он ни разу не взглянул на нее, пробурчал, что давно не видел Артура и тоже хотел бы его увидеть, и вышел из студии. Не дождавшись Артура, дочь ушла. Фотостудия не была успешной, но люди шли из-за низких цен. Цены действительно были ниже всех в городе. Но вот по отзывам в интернете не было ни одного благодарного клиента. Несмотря на хорошие фотографии, все отмечали странную тяжесть после фотосессии. Так что клиенты к Артуру не возвращались. Но это его не волновало. Сеть мотосалонов продолжала приносить хороший доход. И хотя он лишился зарплаты, дивиденды обеспечивали ему хорошую жизнь. От Марины не было никаких известий. Артур скучал по ней, но не мог ей показаться. Теперь он выглядел чуть младше своей дочери. Он брал от каждого клиента по чуть-чуть. Он научился управлять длительностью фотосъемки и тем мерзким существом. Но вновь обретенная молодость уже не радовала. Он начал понимать, чего он лишился. Артур сильно тосковал по жене и дочери, по своему дому. Часто вспоминал прошлое. Иногда ловил себя на мысли, что хотел бы состариться. Но, увы, на это требовались годы. Молодеть у него получалось явно гораздо быстрее. Артур пытался найти информацию про фотоаппарат, но действовал он очень осторожно. В нем будто сидели два человека. Один хотел избавиться от фотоаппарата, понимая, что именно в нем причина всех его лишений. А второй человек страшно боялся его потерять. Но каждый вечер после работы он сидел за ноутбуком и читал тематические форумы. Однажды вечером ему пришло уведомление о новом письме на старую почту. Он почти не заходил туда. Боялся. Тоска накрывала его с головой, когда он видел имена друзей, дочери, жены. Артур открыл письмо. Дочь прислала приглашение на свадьбу. Точно. Как он мог забыть? В эту пятницу его дочь выходит замуж. Он должен пойти туда. Но как? В качестве кого? Взгляд упал на фотоаппарат, и Артура осенило. Ну точно, в качестве фотографа. Черт, но у него плохая репутация. Надо, чтобы его предложили друзья семьи. И под другим именем. Артур воодушевился. Он не сможет даже обнять свою дочь, но на свадьбе он должен быть. Неважно в каком качестве. И Артур решился. Он написал своему ближайшему другу, Мишке. Сказал, что все объяснит после свадьбы дочери, но обязательно от него должен присутствовать человек в команде фотографов.
дал имя. Мишка, как всегда, помог. Артура в ресторан пропустили. На всякий случай он обесцветил волосы. Жена могла узнать. Она помнила его молодым. В этот вечер он не собирался никого фотографировать. Только делал вид. Свадьба прошла очень душевно. Были самые близкие и друзья семьи. И он должен был быть сейчас с ними. Праздновать, обнимать друзей, вытирать слезы счастья Маринки, успокаивать и подбадривать дочь. Фотоаппарат Артуру больше не помогал. Внутри бушевала злость. Злость на самого себя и на фотоаппарат. И та часть, которая жаждала избавиться от него, победила. Артур подошел к окну, поднял руку, чтобы вышвырнуть его подальше. Как сзади раздался голос жены. «Молодой человек, сфотографируйте меня, пожалуйста, одну». Артур резко повернулся. Хотел отказаться, но тут фотоаппарат сам включился. Объектив в руке стал вытягиваться вперед. На дисплее появилась Марина, а рядом гнойное мерзкое существо, вытягивающее свою морду к ее животу. В голове дернулась догадка. Неужели? Надо остановиться. Но палец уже нажал на кнопку, и воронка открылась. Артур пытался оторвать палец и не мог. Он все щелкал. Марина согнулась от резкой боли, закричала, а Артур продолжал снимать с исказившимся лицом. Его оттолкнул и сбил с ног Мишка, их друг. Он бежал к Марине. Кто-то вызывал скорую. На мгновение Мишка оторвал взгляд от Марины и в упор посмотрел на Артура. Миг узнавания, потом сомнения во взгляде. Марина закричала, а Артур убежал. Он сел в машину и заорал, а потом к ресторану подъехала скорая. Артур знал, куда повезут его жену, и поехал туда. Он даже не мог зайти в больницу и узнать про Марину. Его просто не пустят. Что он наделал? Артур стоял, обессиленно прислонившись к дереву. Рядом раздался голос. Кого привезли? Жену? Артур не отрывал взгляд от суеты перед приемным покоем. Он стоял и плакал. Жена и ребенок. И, кажется, я убил их. Рядом неожиданно раздался тихий грустный смешок. Это не ты. Это та сущность. Артур похолодел и медленно повернулся. Рядом с ним, опершись на палку, стоял старик в странной шляпе. Поля шляпы свисали и закрывали лицо. Было видно посеревшую от старости кожу. Старик, не глядя на него, продолжил. Сначала ты думаешь, что ты управляешь ею, а потом она управляет тобой, и ее не остановить. Она заберет все самое дорогое. Артур резко произнес. Как избавиться? Можно все вернуть назад. Старик опять грустно рассмеялся. Нет, такое чудо только один раз бывает. И за чудовищную плату. Старик вздохнул и продолжил. Проклятие на том фотоаппарате. Древний. Как говорится, всем, кто боится постареть и не ценит жизнь, посвящается. Какое проклятие? Что вы о нем знаете? Артур жадно ловил каждое слово старика. Он узнает все. Он найдет решение. Он вернет все назад. Древнее проклятие. Старик усмехнулся, пошевелил губами. И самое интересное, все о нем что-нибудь да знают. Про него даже книги есть.
И фильмы сняты. Слыхал про Дариана Грея? Вот, одно из них. «Ну, а снять-то его можно?» — нетерпеливо спросил Артур. Шляпа качнулась в его сторону. Не хочешь больше вечно молодым жить? «Нет, самое ценное, что в моей молодости было, — это семья. Без нее она мне не нужна». Старик вздохнул. Ребенка твоего не вернуть уже. Жена выживет. От фотоаппарата избавиться можно. Только цена очень высокая. Артур молчал. Старик продолжил. Нужно передать фотоаппарат другому. Но он вернет тебе твои годы и добавит те, которые ты украл у других. А перед этим ты должен сфотографировать себя в зеркале. И весь остаток жизни ты будешь выглядеть именно так. Артур помертвел. Мысленно он понимал, о скольких годах идет речь. Старик горестно вздохнул. Трудно, но я смог, и ты сможешь. И вот еще что. Как решишь избавиться, нельзя больше делать ни одного снимка. Второго шанса у тебя не будет. Артур стоял с окаменевшим лицом и молчал. Когда он повернулся, старика уже не было. Артур медленно поплелся к машине. Сев в машину, он взял фотоаппарат, навел объектив на зеркало заднего вида и заорал. В отражении за фотоаппаратом, открыв рот со сгнившими зубами, на него орал сморщенный старик с почти лысым черепом, с язвами по всему лицу. Артур открыл дверь и кубарем выкатился из машины прямо на землю. Потом он встал на четвереньки, тяжело дыша. Это что, он такой? Это мерзость. Он сам? Тут он вспомнил слова старика, и ужас накрыл его новой волной. Мне таким ходить всю оставшуюся жизнь? Артур дышал, будто пробежал километров 10 без остановки. Сердце колотилось, он вспотел. Медленно встал, отряхнулся. Артур понимал, что прямо сейчас он должен принять самое важное решение в его жизни — остаться человеком в страшном обличье или монстром в человеческой шкуре. Он стоял около машины и думал. Отсюда было видно, как около приемного покоя друг семьи Мишка обнимает плачущую дочь. «Жена выживет», — так сказал старик. «Но она больше не вернется к нему. И дочь уже взрослая. У нее своя семья. Мишка рядом. Мишка верный, помогает им». Артур подошел к скамейке, взял фотоаппарат, поднял в небо глаза. Мимо летела ворона. Артур навел на нее объектив и щелкнул. Ворона упала замертво, а Артур вытащил из кармана пачку листовок и бросил на скамейку. Затем он сел в машину, завел ее и уехал. Порыв ветра разметал листовки по дорожке. Они предлагали самые низкие цены на фотоуслуги в городе.